Здравствуйте, мои дорогие зрители и подписчики. Приветствую вас на своем канале. Кто первый раз заглянул на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео, да, которые выходят регулярно у меня на канале. Короткие видео, шорт, которые до минуты, да, на ютубе, они выходят практически каждый день, за какими-то некоторыми исключениями. А длинные видео я стараюсь публиковать 2 раза в неделю. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь и ничего не будете пропускать. Моих регулярных зрителей, моих дорогих подписчиков я приветствую на своем канале. Я вам очень рада. Спасибо вам большое за ваши лайки, за вашу поддержку, за все комментарии, что вы пишете, за то, что не забывайте писать слова благодарности, чтобы уравновесить нашу энергию с вами, да, после просмотра видео, под видео. Это очень важно, насколько вы знаете, да, в общих раскладах. Ну, мои регулярные зрители это все знают прекрасно. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Сегодня тема нашего расклада будет такая. Ее я, кстати, взяла тоже, вот писала, обращалась во вкладке как сообщество на своем YouTube-канале, да, вот на канале, на котором вы сейчас, видимо, Таро, спрашивала своих зрителей, какие темы общих раскладов были бы интересны для них, на какую тему мне снять расклады, да, потому что я постоянно нахожусь в поиске актуальных для моих зрителей тем. Ну, не хочется снимать одно и то же, да, и как-то хочется, чтобы вы тоже как-то что-то новое, новые темы какие-то посмотреть, да, как что, вот. И тема была предложена такая, одной из моих подписчиц: что происходит сейчас в моей жизни, что мне делать и как действовать, и действовать ли вообще. Расклад у нас будет общий при этом. Конкретно вашу ситуацию я не знаю, поэтому карты я буду читать в общем. Да, но общие расклады на моем канале работают так, что каждый, кто смотрит, в момент просмотра, вот когда он откроет это видео, услышит именно то, что касается конкретно его в этот данный момент. Верите, не верите, пожалуйста, посмотрите, проверьте. Обязательно напишите мне комментарии, если у вас совсем не проигралось видео, вот вы досмотрели до конца и вообще ничего не услышали, что касается вас, касается вашей ситуации, да, вообще ничего. Обязательно напишите мне тогда комментарии, мне это важно. Если проигрывается, тоже пишите, это тоже важно, как проигрывается, как конкретно. Да, я все комментарии читаю, стараюсь на все комментарии отвечать. Также рекомендую смотреть расклады на моем канале от начала и до конца, потому что информация у меня идет от первой до последней карты. Итак, что происходит сейчас в моей жизни, что мне делать, как действовать и действовать ли. Ну, давайте смотреть. Давайте смотреть вас. Десятка колес. А вы здесь шикарная женщина, я вам хочу сказать, по этой карте. Вы яркая, шикарная, привлекательная. Вы, возможно, привлекаете очень многих мужчин, но вы сейчас почему-то от чего-то вот устали. Какая-то ситуация сложилась, которая, знаете, то ли от ситуации устали, то ли просто устали. Может быть, никому, конечно, не желаю, может быть, приболели, плохое самочувствие было, либо есть, да. Вот сейчас ситуация из-за этого, что-то вот от чего-то вы устали. Ну и шестерка мечей. Здесь у кого-то было либо расставание, либо какой-то переезд, да, куда-то в новые дальние земли, да, возможно, когда осталось что-то позади, смотрите впереди, либо вы просто находитесь сейчас далеко от дома своего. Такое тоже может быть, да, то есть, ну, вот не там, где родились, не там, где ваша семья, да, у всех разные обстоятельства, но из-за этого вы тоже как бы переживать можете, скучать там, да, вот сердце болит, но характеристика здесь: вы прекрасны, шикарны. И, кстати, очень такая женщина, вы, как это вам сказать-то, даже не ресурсная, как же это, перспективная, вот.
Перспективная женщина. Женщина, которая будет развиваться. Стремитесь вы к этому, к развитию. Так, ну давайте, значит, что вообще сейчас происходит в вашей жизни? Давайте, что сейчас происходит в вашей жизни? Что? Так, восьмерка колес. Вы знаете, вы сейчас заняты, либо, может быть, ну, как бы активно работаете, либо, может быть, начали что-то новое, да, и трудитесь тоже, кропотливо трудитесь, кропотливо вкладываетесь во что-то. В отношения, в работу, я не знаю, в дом, там, ну, у всех по-разному, в семью, да, в дружбу тоже может быть. Вот, учитесь, может быть, здесь, да, как бы, или какие-то курсы повышения, я не знаю, саморазвитие, но чем-то вы занимаетесь, вы нисколько не бездельничаете, то есть тут, да, развиваетесь, и десятка мечей. При этом вы, ну, состояние ваше сейчас морально непростое. Вы вот понимаете, как-то обстоятельства, видимо, может быть, неожиданно развивались, либо не так, как вы хотели, представляли себе, да, вот, то есть вы сейчас себя чувствуете, ну, вот состояние ваше тяжелое, скажем так, то есть вы переживаете, вы страдаете, сердце у вас болит, вот, что происходит. Но, девочки, несмотря на это ваше тяжелое состояние, десятка мечей, это у нас последняя карта вот из таких вот сложных карт, да, из карт мечей. Это говорит о скором завершении всех испытаний и страданий, которые вы, вот, вам, да, на пути встретились, которые так по судьбе выходят, да, вот этой кармы, отработки. И посмотрите, и будет у вас какой-то шанс, какой-то новый шанс. Вот ваше состояние, возможно, сейчас, что вы уже настолько устали, настолько измучились, настолько, ну вот, боли столько вам причинили, что вы уже ничего не хотите. Вот там четверка мечей у нас, да, выходила, настолько уже устали, ничего не хотите. Уже, может быть, даже и эмоций нету, да, и только хотите, чтобы было что-то яркое, что-то новое в вашей жизни. Рассчитывайте на это. Да, как интересно, да. Так, ну давайте еще дотянем, что же еще у вас происходит. Сила. Вы знаете, все это, что происходит, все это идет по карме. Все это идет не случайно. Вас сейчас испытывают высшие силы, чтобы вы стали сильнее. У кого-то здесь идет испытание бездействием, вашим бездействием, бессилием вашим, что вы ничего не можете сделать, да, вот так складываются обстоятельства, либо что-то там другие люди, от которых вы зависите, как-то ведут себя, да, что вы ничего не можете изменить, да, одиночеством у многих здесь может быть тоже, что вы вот чувствуете, что вы одна, да, что вы вот и ничего не происходит, да, и нету вот этого вот яркого момента, никакой радости вот этой нету. Это все, девочки, отработка кармы идет, имейте в виду, и вы посмотрите, и вы отработаете все. Здесь одни старшие арканы. Что происходит? У вас сейчас серьезный очень этап перехода, понимаете, сила. Посмотрите, да, 8, 12 и 17 аркан. То есть вы сейчас на пути к вашему развитию духовному, да, вот развитию, внутреннему развитию. Я не знаю, может быть, какие-то вы там эзотерические сейчас изучаете техники, практики, может быть, делаете, да. Сейчас такие сильные энергии у нас, да, непростые. Но все эти испытания – это отработка вашей кармы. Впереди вам высшие силы готовят, понимаете, исполнение ваших всех мечтаний. Что-то прекрасное впереди. Вы будете звездой.
либо эти звезды вас ждут. Вот то, о чем вы мечтаете, какие строите планы. Может быть, даже вы сейчас и не представляете, что будет происходить. Но все это неспроста. То есть все это дано свыше. Вы прекрасно здесь справляетесь, да, все идет хорошо. Да, тяжело, сердце тяжелое, может быть, депрессия у кого-то, но так, по силе вы можете с этим справиться, и вы на самом деле прекрасно справляетесь и справитесь. В этом даже нисколько не сомневайтесь. Вот. Ну, давайте смотреть, что же вам делать, что скажут сейчас нам высшие силы, что же вам делать. Или, ну, давайте, что же вам... Хотя, знаете, я что хочу спросить здесь? Ну, карма – это хорошо. А кто или что повлияло на ваше вот это состояние? Ага, так. Угу. Так, кто и что повлияло на ваше состояние? У многих здесь замешан мужчина. Либо, может быть, если это не мужчина, то какие-то проблемы с документами, с какой-то информацией, какая-то сложная, острая ситуация, которая возникла. Может быть, переписка, может быть, какие-то... я не знаю, что-то связанное с расстояниями здесь может быть. Если это связано с мужчиной, то с мужчиной вы были счастливы. У многих тут, может быть, была семья. Ну, даже если не семья, то союз был прекрасным. Вы друг друга любили, да, вы рассчитывали на то, что эти отношения будут долго длящимися, и отношения вы могли потерять. Но это не у всех, но, да, вот напишите, у кого проигрывается так, у кого не проигрывается. Но вы сейчас чувствуете, что ваше сердце разбито, что шансов уже вот нету, вы сейчас так думаете. Хотя на самом деле, я вам хочу сказать, шанс еще остается, и эти отношения, может быть, еще возобновятся. А если они не возобновятся, впереди тоже есть еще шансы. Касается это отношений, не отношений, какой-то ситуации, я не знаю, потери, может быть, работы, сложности какие-то, да. Ну, хотя здесь карты денег как таковой нету, но карты благополучия есть, и карты внутреннего комфорта, да, счастья. А вот эта карта говорит о том, что внутренне вы сейчас, у вас, вы чувствуете потери. Я не знаю, чего это касается конкретно у вас, да, но здесь потери внутри, в душе. В душе вы страдаете, плачете, в душе у вас боль. Вот это вас сейчас привело к вот той ситуации, которую, да, нам описали выше, по старшим арканам. Ну, вот теперь давайте спросим, вот теперь, да, что мне делать, да, что вам делать? Что вот вам делать? Как действовать, вообще действовать или не действовать? Что нам скажут сейчас высшие силы? Суд. Вы знаете, вам нужно довериться Богу. Я всегда говорю на моем канале, доверяйте Богу. Да, я сама стараюсь всегда придерживаться вот этого, всегда доверять Богу, что бы ни было, что бы ни происходило. И вот высшие силы здесь вам советуют: доверьтесь Богу, доверьтесь высшим силам. Бог любит вас, да. Ни одна душа не приходит на землю сюда, да, чтобы страдать. Бог хочет, чтобы все мы были счастливы и рады, да, а не страдали. То есть идет этап у вас сейчас какое-то становление, развитие через сложный период, но здесь ситуация разрешится высшими силами. Верховная жрица здесь. Загляните внутрь себя, обратите внимание на себя, на свой внутренний мир, на свою душу. Да, кстати, здесь может быть, знаете, еще что, вот не сказала, у кого-то может быть здесь проблемы
с беременностью, с зачатием, что-то такое тоже могло быть, девочки. Вот сейчас поймала прям канал, да, вот вышли Верховная Жрица, вот тут тоже могло такое проигрываться. Так, вернемся, извините, отвлеклась, ну, вот информация пришла, да. Не думайте, что, кстати, у кого вот такая ситуация, проблемы, да, какие-то возникли, что все, дальше ничего не будет, не нужно об этом думать. Займитесь вот своим внутренним миром, душевным спокойствием, может быть, своим развитием, ну, духовным развитием своим. Обретите, постарайтесь обрести вот эту гармонию внутри себя. Не надо смотреть вовне, смотрите внутрь себя. А что мне дают? Как мне эти события внутри? Что у меня происходит? Какая трансформация идет? Какое развитие у меня идет? Да, вот на это советуют обратить внимание, что вам делать. Ну и 10 мечей. И верить в то, что, понимаете, 9, извините, мечей, что скоро этот этап закончится. Ничего не делать. Вот, понимаете, по 9 мечей здесь вы уже устали от всего. Не надо ничего делать сейчас. Вот прям действий не нужно никаких. Переживите вы эту боль, да, переживите эти страдания, да, тяжело, очень тяжело, но впереди вас ждет что-то очень светлое, говорят нам высшие силы, да. Колесо фортуны, вот понимаете, будет у вас новый этап в жизни. Вот эта полоса тяжелая такая, она закончится, она уже почти скоро, она уже будет, все завершится, и у вас будет другой виток. Вот видите, вот из такой вот женщины, которая переживает, да, у которой тяжелое, разбитое сердце, какие-то, ну, случились какие-то страдания, да, в жизни, вот такая тяжелая карма, вы превратитесь вот в такую яркую, спокойную женщину, которая будет наслаждаться жизнью, которой все будет хорошо. Одни старшие арканы, очень мощный расклад, вы понимаете, прям вообще, вот, будет вот это развитие, и посмотрите, тут у многих либо вернется ваш мужчина, да, но уже в других энергиях императора, либо здесь вы встретите нового мужчину, императора, который может быть и законным супругом вашим, но он будет очень сильным, этот мужчина. Понимаете, очень сильный, сильный, уверенный в себе, за которым будет империя, который вас поведет вперед за собой тоже. Да, что вы не будете страдать. И посмотрите, 3 кубков, и счастье впереди вас ждет, говорят нам высшие силы. Ничего не нужно делать. Вам нужно просто пережить это, чтобы переболело, но впереди вас ждет успех, очень хороший период. Да, 3 чаш – это карта у нас чувств, радости, комфорта, спокойствия, когда можно расслабиться, когда завершатся все вот эти тяжелые переживания, какие-то сложные дела, да, вот будет, ну, будет радость, исполнение, может быть, заветного желания, выздоровление, гармония, праздник. Ну, вот так вот говорят. Ну, давайте, знаете, я еще дотяну карту совета. Что советуют высшие силы вам прямо вот сейчас? Да, действовать. Вот сказали действовать, видите, как не нужно ничего делать, вот просто нужно это все. Все тут очень, очень мощный расклад. Я просто не знаю, у меня аж мурашки, если вам честно, от этой энергетики. Я даже не ожидала, что так вот мне срезонирует, да, энергетически. Аж какая-то вибрация идет. Вот, ну, вы посмотрите. Совет вам дается, ну это просто, вот я вам говорю, это магическое у нас получилось, просто магический расклад. Солнце, доверяйте Богу, стремитесь к свету, стремитесь к теплу внутреннему. Внутри вас должен быть свет, вы должны быть светлым человеком, стремитесь к этому. Неважно, сейчас сложно, да, сейчас больно, сейчас потери, сейчас, может быть, страдания, лишения, переживания, да, рушится ваш внутренний, возможно, мир.
у кого-то внешний, да, и кажется, что ну что же это, а на самом деле впереди солнце. Это прекраснейшая карта благословения Бога, да, для нас, карта возвышения вас, ам, карта любви, карта семьи, благополучия, добра и благословения свыше. Ну вот прислушайтесь к советам, которые дали высшие силы. Расклад получился очень мощный. Я даже не ожидала, что будет такой расклад на эту тему. Большое спасибо подписчице, которая предложила эту тему. Да, получилось, видите, очень откликнулось даже у меня. Вот. Я вам желаю, чтобы все сложности ваши как можно быстрее остались позади, чтобы все внутренние переживания ваши остались позади. Доверяйте, пожалуйста, Богу. Мы все Его дети, да, доверяйте Ему, и впереди вас ждет что-то самое светлое, яркое, прекрасное. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До свидания.